Калина обыкновенная или калина красная – Фибурнум опулус – листопадный кустарник рода калина семейства адоксовые. Калина достигает высоту от 1,5 до 5 метров, имеет серовато-бурую кору, покрытую продольными трещинами. Любит влагу, поэтому растет по берегам рек, озер, болот, в сырых, смешанных и лиственных лесах, по опушкам, полянам, в чащах. Цветет калина в мае-июне. Ее ягода созревает в августе-сентябре. Они имеют шаровидную форму размером до 12 мм в диаметре, ярко-красный цвет и крупную косточку внутри, созревают обильными кистями. Вкус ягод горьковато-кислый, поскольку калина содержит горький гликозид вибурнин. Сбор спелых плодов производят в сухую погоду вместе с плодоножками. Сушат ягоды обычно на воздухе, на чердаке, под навесами, подвешивая кисти, связанные в рыхлые пучки. Плоды хорошо сохраняются в прохладных местах, на чердаках, не теряют питательные и целебные качества несколько месяцев. Кору собирают весной до распускания почек, когда начинается сокодвижение и ее легко отделить от древесины. Сушат на воздухе. Срок годности сырья – 4 года. Калорийность калины составляет всего 26 килокалорий на 100 грамм массы. В коре калины содержатся смолы, иридоиды, сапонины, кумарины, органические кислоты, лимонная, масляная, муравьиная, уксусная, фитостерин, фитостеролин, дубильные вещества, гликозид, вибурнин. Ягоды калины – ценный источник полезных веществ. Так, плоды калины содержат инвертный сахар до 32%, дубильные вещества до 3%, органические кислоты до 3%, изовалерьяновую, уксусную, лимонную, витамин С больше, чем в цитрусовых, и витамин П, а также микроэлементы селен, медь, цинк, хром, бор. В медицине экстракт жидкий из коры калины и отвар калины применяют в качестве кровоостанавливающего, антисептического средства при маточных кровотечениях, нарушениях менструального цикла. Ягода действует успокаивающе на нервную систему при истерии, эпилепсии, неврозах. Ягоды калины вместе с медом полезны при кашле, хрипоте, удушье, поносе. Отвар цветков и ягод калины используют при астме, простуде, несварении желудка. Раствор сока калина 10-20% употребляют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколитах, отеках сердечного и почечного происхождения, гнойничковых заболеваниях кожи. В гомеопатии плоды калины применяют при лечении гинекологических заболеваний. Кстати, калиновый сок используется и в косметике для выведения веснушек, отбеливания кожи при сильном загаре. Смесь из сметаны со свежим соком 1 к 1 наносят на кожу и через некоторое время смывают теплой водой. Затем кожу нужно смазать топленым маслом. Калину нельзя употреблять при повышенной свертываемости крови, склонности к тромбообразованию, беременности. Всегда консультируйтесь с врачом. Известно, что после заморозков горький привкус ягод калины пропадает, и их можно есть в свежем виде без добавления сахара и других ингредиентов. Калину консервируют сахаром, варят из нее варенье и кисели, делают пастилу, желе, мармелад, начинку для выпечки, приправы и соусы к мясным блюдам, наливки, настойки, вина и даже уксус. Ягода хороша в сладких кашах, блюдах из тыквы. Сок калины заготавливают, как правило, с добавлением меда. 1 кг ягод, 200 г воды, мед по вкусу. Из высушенных и обжаренных семян калины получается заменитель кофе. Замороженные на зиму и хранящиеся в морозильнике ягоды калины – ценное подспорье для профилактики весеннего авитаминоза. Употреблять ягоду регулярно для витаминизации организма стоит, начиная с марта. На Руси мороженую калину впрок заготавливали так. Ягоды пересыпали в бочку, заливали колодезной водой и выносили на холод, а в течение зимы и весны съедали запас полезной ягоды, добавляя ее в различные блюда и напитки. Всем желаю добра и крепкого здоровья!